6 июня 1944 начало операции. Канадские танки и пехота высаживаются на Джуно-Бич в Нормандии и попадают под смертельный огонь. Было столько крови и горящих танков, что даже вода была алая. Мы видели, как танки перед нами взрывались, но мы все равно шли вперед. Канадские танки продавливали немецкую оборону и продвигались вперед. Тогда я подумал, вот это да, такими темпами мы будем в Берлине на следующей неделе. Им приходилось сталкиваться лицом к лицу с самыми мощными немецкими машинами, бронированными танками СС. У нас никто не боялся Шерманов. Для нас они были легкой добычей. Самая жестокая и кровавая битва. Битва за Нормандию. И я дал команду. Огонь. Великие танковые сражения. Джуно-Бич, 8 километров от побережья Нормандии. Поздней весной 44-го здесь развернулась самая масштабная десантная операция в истории военных действий. Союзники напали на Гитлера со стороны Атлантики. После падения Франции в 1940 году немцы готовились к вступлению в войну союзников и выстроили 5000 километров защитных пунктов от Норвегии до Испании. На Атлантическом берегу возвели цементные бункеры, установили десятки тысяч мин и противотанковых сооружений. Также побережье охраняли 3000 крупнокалиберных пушек. Казалось, побережье было худшим местом для атаки, но именно сюда нанесли свой первый удар войска союзников. Ровно в 3 часа силы союзников, состоящие из 10 тысяч морских пехотинцев, высадились в Нормандии и попали под шквальный огонь установленных орудий. Внезапно по нам был открыт огонь. Сзади нас стоял британский крейсер, и он стрелял 152-миллиметровыми снарядами. Когда такие снаряды пролетают у тебя над головой, душа уходит в пятки. Моя куртка прилипала к спине каждый раз, когда гремел выстрел. Было очень страшно. Снаряды посыпали побережье, другие падали в воду прямо перед нами. Это был настоящий ад. Операция «Оверлорд» была частью плана по наступлению. Целью канадских войск был Джуно-Бич, 8 километров укреплений. Возглавляла наступление 2-я канадская бронетанковая бригада. Их задача была нейтрализовать немецкую защитную линию. Атака началась в 8 часов. Канадцы направили к берегу танки и амфибии. Нас тщательно подготовили к управлению танков в воде. Мы проводили учения в воде, чтобы во время операции не было паники. Первым приходилось выходить водителю. Получается, он прикрывал нас своим телом в этой кровавой бойне. Герметичный нижний корпус удерживал танк DD на плаву, а юбка с высокими бортами увеличивала силу выталкивания. Но главный его козырь — двойной движок. 2 подводных винта могли развивать скорость до 4 узлов. DD, огромный 30-тонный монстр, не отличался скоростью и маневренностью. Помню, как капитан сказал: «Соберитесь, ребята, мы вот-вот отправимся в океан». Им и так было крайне непросто управлять, но в тот день был сильный ветер. Капитану было очень сложно.
5-километровый путь до Джуно-Бич оказался настоящим испытанием. Высокие волны ухудшали обстановку. Танки натыкались на подводные мины. Когда танки подбирались ближе к берегу, они попадали под огонь немецких орудий. Из 67 танков, вышедших в море, 11 так и не добрались до берега. А те танки, что все-таки добрались до берега, пытались приготовить пушки к бою под постоянным огнем противника. Вышла заминка. Вокруг был хаос. Танки просто шли вперед, потому что был приказ. За первый час сражения канадцы потеряли 1000 солдат и 19 танков. Я видел погибших солдат. Они лежали по всему побережью. Несмотря на ужасные потери, канадцам удалось захватить Джуно-Бич. К концу дня союзники продвинулись на 80 километров вглубь материка. Союзники планировали окружить оккупированную Францию, уничтожить немецкие войска. Американцы зашли с запада, британцы и канадцы с севера. Их первой целью был стратегически важный город Кан. Едва машины второй бронетанковой бригады ушли от Атлантики, как столкнулись с новой проблемой — живописные пейзажи Нормандии. Лабиринт из узких полей, 5-метровых живых изгородей и мелких рвов. Пересекать такую местность на танках трудно и небезопасно. Все бои происходили на маленьких площадях, где очень просто застать противника врасплох. Первая мысль была выехать в открытый поле и поехать вперед. Но через какое-то время на пути вставала 5-метровая живая изгородь. Нам постоянно приходилось пробираться сквозь такие. Потом был ров, глубиной примерно метр. Потом дорога и снова живая изгородь. Такие рвы было очень сложно спускаться, еще сложнее было выбраться из них. Танки были очень уязвимы в эти моменты. Но нужен был план. Ведь у врага всегда есть план. Несмотря на все трудности, вторая бронетанковая бригада уверенно приближалась к Канну. И на второй день она встретилась в открытом поле с колонной из 9 немецких «Пантер». «Пантера» — один из лучших танков времен Второй мировой войны. Длинноствольная 75-миллиметровая пушка обладала огромной разрушительной силой. Передняя часть танка была защищена 80-миллиметровой броней, расположенной под углом 50 градусов.
Всем было известно, что у «Пантеры» самые лучшие характеристики из всех танков. Во-первых, предельная скорострельность пушки. Во-вторых, невероятная маневренность. А в-третьих, самая прочная броня. Но эти преимущества не помогли немецким танкам. Прочная передняя броня не помогла. Колонна стояла боком на узкой дороге. У Шерманов стояла не такая мощная пушка, всего 75 мм, а толщина брони достигала 51 мм. Это делало их уязвимыми в очной схватке с «Пантерами». Но в этот раз все было иначе. Для бортрадиста Филиппа Лоренса это был первый контакт с вражескими танками. Мы заметили колонну танков впереди на дороге. Они были совсем близко. Нас разделяло, может быть, 300-400 метров. В это время я пытался привести в чувство нашего стрелка. Командир приказал выстроиться в линию. Каждому танку определили цель. Прозвучала команда «Огонь». А наш стрелок проспал все это. Великие танковые сражения. 6 июня 1944. Начало операции. Канадские танки и пехота высаживаются на Джуно-Бич в Нормандии и попадают под смертельный огонь. Войска несут серьезные потери, но им удается прорваться через береговую охрану и продвинуться вглубь. План союзников в том, чтобы окружить и уничтожить немецкие силы в Нормандии. Американские подразделения зайдут с запада, а канадцы и британцы атакуют с севера важнейший город Канн. Возглавляет наступление 2-я бронетанковая канадская бригада. Через несколько километров она встречается с колонной из немецких «Пантер». Танки были очень близко, где-то 300-400 метров от нас. И когда командир дал команду «Огонь», я вдруг заметил, что наш стрелок спит. Мне стало очень страшно. Наш командир ударил его пару раз по лицу, чтобы тот пришел в себя. Он сказал ему: «Ты теперь помощник водителя, иди. Ты не мешайся тут». Наконец мы смогли прицелиться и выстрелить. Мы попали прямо в борт, но отдача была очень сильной, в кабине запахло дымом. Мы испугались. Это даже скорее не танковые сражения, а внезапная атака. Колонна шла по дороге, один танк за другим. И тут в один момент все они оказались под огнем. Они приняли бой, но так и остались стоять к нам боком. Это была их ошибка — открыть нам борт. Толщина боковой брони почти в 2 раза меньше, чем передняя, всего 50 миллиметров. Лоб в лоб «Пантеры» могут выдержать почти любую атаку союзников, но стоя боком они очень уязвимы. Мы легко их уничтожили. Все 9 так, будто их и не было.
И тогда я подумал, вот это да. Такими темпами мы будем в Берлине на следующей неделе. Но это не последнее сражение второй бригады. Согласно приказу немецкого главнокомандования, канадскую бригаду должна была встретить специально сформированная 12-я дивизия, которую по приказу Гитлера возглавил один из лучших немецких командиров. 12-я дивизия состояла из 48 «Пантер», нескольких десятков тяжелых пушек и около сотни танков Марк-4. «12-я дивизия была также известна как «Молодая дивизия Гитлера». Ее возглавил Курт Майер, заслуженный ветеран Восточного фронта с хорошей репутацией. Солдаты называли его «Панцермейер». Ко мне прибывали все новые и новые солдаты. Они махали мне рукой и двигались по направлению к штабу. В их глазах не было видно страха. Они были готовы на все ради идеи. Второй день операции. Курт Майер и его танки заняли позицию вблизи Орденского аббатства. Там, в монастырских садах, 12-я дивизия СС ждет канадские танки, которые надвигаются с севера на важный город Кан. Курт Майер наблюдает за их приближением с крыши монастыря. Он забрался на самую высокую башню монастыря. Аббатство расположено на 67 метров выше уровня моря. Плюс высота башни около 30 метров. Он мог разглядеть западную часть Джуно-Бич. Вся земля, вплоть до побережья, лежала передо мной, как раскрытая книга. Вся эта суета напоминала муравейник. Он внимательно наблюдал за канадскими танками. Я видел все, что происходит, и я подумал, господи, какая же удача. Я дал приказ всем батальонам начинать огонь только по моей команде. Отряд остановился, чтобы отдохнуть и перекусить. Канадцы были беззащитны. Их танки стояли прямо перед нашим отделением. Пушки наших машин были направлены на них. Я дал сигнал к атаке. Все произошло за считанные секунды. Бах! Мы застали канадцев врасплох. Наша атака была для них сюрпризом. Вокруг было столько дыма. Танки горели. Все это было похоже на кровавые джунгли. Великие танковые сражения. Второй день операции. За последние 36 часов вторая бронетанковая бригада смогла продвинуться вглубь материка. Им навстречу выдвинулась 12-я дивизия СС под командованием Курта Майера. Он занял позицию в Орденском аббатстве. Задача 12-й дивизии — остановить канадские танки, которые медленно двигались в сторону города Кан. Все произошло за считанные секунды.
Бах! Битва началась. Вокруг было столько дыма. Танки горели. Все это было похоже на кровавые джунгли. Канадские войска не были готовы принять бой. За несколько секунд первые танки были уничтожены. Нашему командиру нужна была сила впереди, он попросил мой отряд выдвинуться вперед. Нас было 4. Одного он взял себе. В итоге мы выступили втроем. Мой командир, я и еще один танк. Вот и все. Затем он дал команду. Немцы прорываются слева, поворачивайтесь налево. Он думал, что мы справимся, я полагаю. Все происходило прямо перед моими глазами. Сначала я увидел танк. Они были примерно в 300 метрах от нас. У нас затряслись коленки, потому что их пушки были гораздо мощнее, чем у нас. Марк-4 оснащен мощнейшей 75-миллиметровой пушкой. Дуло Марка было короче, чем у Пантеры, но все равно его снаряд легко мог пробить броню канадского Шермана. Шерман был для нас легкой добычей. Если сохранять дистанцию, бояться было нечего. Убойная сила короткоствольной пушки Шермана не могла сравниться с Марком. Начались тактические игры. Я решил устроить им задымление. Наряду с короткоствольной пушкой и броней у Шермана был туз в рукаве. Зажигательные снаряды на основе фосфора. Такие снаряды использовались для отметки вражеских танков или создания дымовых завес, своего рода тактическое оружие. Они были в 300 метрах от нас, и я сказал, пускай подходят ближе. Посмотри направо, где мы устроили завесу. Кажется, там есть какое-то движение. Из дыма показался танк. Он, видимо, хотел осмотреться и доложить обстановку. Наконец я дал команду «Огонь». Уничтожили его. Должно быть, между нами уже не было 300 метров. Я до сих пор помню, как он горел. Это был первый подбитый Редли Уолтерсом танк. К концу войны таких наберется еще 17, за что он получит награду от правительства. Но в тот день канадские войска потерпели поражение, потеряв 28 танков. 110 человек были убиты. Еще 128 были взяты в плен. 18 человек, взятых в плен, были жестоко убиты. Первую группу пленных привели вот сюда, на внутренний двор монастыря. Они шли по этим ступенькам прямиком в парк. В парке ждали солдаты СС, которые пустили каждому пулю в шею. Who would kill each one with a bullet in the back of the neck.
Курту Мейеру и его 12-й дивизии СС удалось остановить французские войска. Наступление на Северном фронте замедлилось. Британцы и канадцы рассчитывали захватить Канн за 3 дня, но им потребовалось 34. Самые ужасные кровавые дни войны. Чтобы сломить упорное немецкое сопротивление, союзники решают нанести авиаудары по военным центрам Нормандии. Древнейшие города за пару часов превращались в руины. Что случилось с Канном? Он был полностью разрушен. Мы ехали на танке по центральной улице города и всюду встречали кратеры от бомб. Некоторые из них были настолько глубоки, что 3-метровый танк проваливался в них, словно под землю. Один раз мы попали в такой кратер, что не смогли самостоятельно выбраться из него. В городе были только разрушенные здания, но немцы ушли. Они оставили этот город союзникам. Город, разрушенный их собственными бомбами. Немцы копались к югу от Канна, заняв высоту протяженностью в 5 километров, называемую Верье. 30-метровая возвышенность создавала немцам прекрасные условия для обороны. С этой высоты было прекрасно видно все будущее поле боя вплоть до Канна. Именно здесь немцы рассчитывали дать отпор союзникам. Арсенал немцев впечатлял. 72 88 миллиметровых орудия, 40 «Пантер» и 80 тяжелых танков «Тигр». Несмотря на прекрасную позицию немцев, через 3 дня после взятия Канна союзники разрабатывают операцию «Битву». Канадцы и британцы собираются атаковать немцев прямо на высоте. Вновь наступление возглавляет 2-я бронетанковая дивизия. На этот раз их задача занять маленькую деревушку у подножья Верьеля. Помню, это место называлось Сан-Андре-Суор. Нам сообщили, что в Сан-Андре 64 танка. Но мы решили, что их не больше 8. Обычно мы делили слухи на 8, но в этот раз, на всякий случай, рассчитывали на 12. Мы вошли в город, и танков действительно было 64. Мы не смогли так быстро переориентироваться. Нас застали врасплох. Шел дождь, видимость была очень плохая. Мы потеряли связь со многими танками. Мы решили занять безопасную позицию. Мы нашли прекрасную позицию. Справа было каменное здание, которое спасало нас от огня. Наш танк едва ли можно было разглядеть вдаль. Я увидел, как 9 «Пантер» едут к нам боком.
Я даже выглянул из башни, чтобы лично увериться в этом. Через стекло можно было ошибиться, все-таки был туман и шел дождь. Мы уже были готовы открыть огонь, как прямо перед нами появилось дуло тигра. Немецкий экипаж также увидел отличную позицию и решил занять ее. Мне никогда не было страшно так, как в тот момент. Мы почти коснулись друг друга дулами. Мне надо было принять решение. Я принял решение стрелять в него из пушки как можно быстрее. Примерно вот так. Мы буквально не убирали руку спуска. Стреляли, перезаряжали, стреляли, перезаряжали. Мы успели выстрелить 5 раз. И он тоже выстрелил. Тигр весит 57 тонн. В 2 раза больше, чем Шерман. Толщина передней брони Тигра 100 миллиметров. Он почти неуязвим. Его 88-миллиметровая пушка способна уничтожить Шерман с 2 километров. Я не знаю, как описать словами всю жестокость и мощь того выстрела. Как будто кто-то распилил наш танк напополам. Было очень страшно. Я скомандовал полный назад. Наш водитель с трудом перевел двигатель в режим заднего хода. Секунды тянулись так долго. Но, наконец, машина начала двигаться назад. Я закричал, надо убираться отсюда к черту. А Тигр, кажется, был готов выстрелить еще раз. Силы союзников потеряли половину своих танков. Другая половина была серьезно повреждена и требовала ремонта. Операция Гудвуд была провалена. Британцы прислали еще 800 танков. Немцы занимали лучшие позиции в лесах среди сельских домов. Они здорово прятали свои пушки. Немцы уверенно удерживали высоту Верьера и просматривая всю территорию. Они прятали свои пушки в сараях. Мы никак не могли их разглядеть там. Они видели каждое наше движение. Они могли легко обстрелять из 88-миллиметровых противотанковых пушек. Они использовали средства ПВО. Дальность их огня была больше. Снаряды взрывались сотни метров от нас. 21 числа наступление было завершено из-за огромного количества потерь. Всего за 4 дня союзники лишились 6 тысяч солдат и 300 танков. А немцы по-прежнему занимали свои позиции. Теперь нам нужен был новый план, как можно прорвать оборону противника. Пожалуй, это была самая мощная оборона немцев за всю Вторую мировую войну. Possibly one of the strongest defenses that the Germans set up anywhere in World War II. Когда союзники были на грани отчаяния, канадский лейтенант Гай Симмонс представил план по захвату высоты.
Кодовое название операции «Объединение». Симмонс предложил совершить быстрый прорыв 400 танков, разбитых на 6 колонн. Чтобы прорваться было легче, он предложил действовать ночью. Мы не могли ничего видеть, но и у них пропадало преимущество. Великие танковые сражения. «21 июля 44-го. После неудачных 4 дней атаки немецких укреплений союзники отменили наступление на высоту Верьере. Лейтенант Симмонс предложил новый план. Он утверждал, что немецкую оборону можно сломить только прорывом. В операции с кодовым названием «Объединение» было задействовано 400 танков с поддержкой пехоты, выстроенных в 6 колонн. Для снижения эффективности немецких орудий наступление было намечено на ночное время. Наступление такого масштаба никогда ранее не проводилось, поэтому Симмонс приказал пехоте отрабатывать маневры в светлое время суток снова и снова. На подготовку к операции ушла почти неделя. Мы отрабатывали каждое действие. Раз, два, три, четыре. 4 колонны. Сначала шли танки, потом еще танки, потом 4 танка-заградителя. Потом еще 4. Потом шла пехота на своих бронированных машинах. И все это двигалось на гусеницах. Ни одной машины на колесах. 8 августа. После долгих подготовок операция объединения начинается. 400 британских и канадских танков уходят в темноту. Во мне кипели сразу несколько чувств. Страх, гордость, испуг, недоумение. Танки шли, не размыкая рядов. Каждый точно знал свою задачу и свои цели. Каждый танк ориентировался на красный фонарь на задней части и впереди идущего. Немцы расставили мины, зная, каким путем мы пойдем. Полный хаос. Звуки выстрелов, взрывы, вспышки. Выстрелы раздавались абсолютно везде. Мы видели отряд немцев неподалеку, но был приказ не останавливаться ни при каких обстоятельствах. Иногда танк, идущий впереди, взрывался или загорался. Там были наши товарищи, возможно, им нужна была помощь, но был приказ не останавливаться. К утру 8 августа канадские и британские войска заняли большую часть высоты. К полудню главные позиции были в руках союзников. Первая часть операции была выполнена успешно. Высота была под контролем союзников. Американцы могли входить в эту область. К 21 августа, после 2 недель ожесточенных боев, союзникам удалось таки окружить немецкие войска в Нормандии.
Те немцы, которые оказались в окружении, стали легкой добычей для союзников. И после этого началось, я даже не знаю, как назвать это, мясорубка. Все больше и больше бомбардировщиков наносили удары по этой местности. Все, что здесь было живое, взлетало на воздух. Беженцы, попавшие в окружение немецкие солдаты, были беззащитны перед авиаударами. От этих ударов было бесполезно скрываться. Бомбардировщики скинули ровно столько бомб, чтобы на территории не осталось ни одной живой души. Я видел, как смерть приближается. Мы были беззащитны перед их бомбардировщиками. По нам невозможно было промахнуться. Уничтожение немецкой армии положило конец битве в Нормандии. Немцы понесли ужасающие потери. Более 200 тысяч солдат были убиты или ранены. 1300 танков подбито. Нормандия стала кладбищем для могущественных немецких танков. Из 12-й дивизии СС остались только 10 танков, около 300 солдат, среди которых был и Курт Мейер, которого позже судили за расстрел пленных в Орденском аббатстве. Он просидел в тюрьме 8 лет. Для союзников победа в Нормандии — великое событие. Но им пришлось дорого за это заплатить. 50 тысяч погибших и 150 тысяч раненых. В Нормандии союзники понесли самые крупные потери за всю кампанию. Многие из участников до сих пор не понимают, как они остались в живых. Я всегда был в танках, которые шли первыми. Так уж вышло. Я участвовал во многих сражениях, но ни один снаряд не попал в меня. Это невероятная удача. Я думаю, никто не будет спорить. Да, нужно было выполнять определенные требования безопасности, но без удачи там было никак не выжить.